Как врач-косметолог для себя я подобрала те средства, которые я очень люблю, которые работают и которые я применяю каждый день и не один раз. В других роликах, где я рассказываю про полезные ингредиенты, вы часто просите меня привести какие-то конкретные средства, работающие. И я для вас подобрала 7 средств из своей косметички, которые правда работают. Меня зовут Юлия Щербатова. Я врач-косметолог, кандидат медицинских наук и основатель клиники. Из особо любимых есть у меня вот такая штука с витамином С. Тут не только витамин С, но еще и гиалуроновая кислота, неоцинамид. То есть это как будто бы просто тоник. Кстати, многие пациенты мне говорят, тоник я им не пользуюсь. А я пользуюсь и вам советую. Тоник моментально меняет pH вашей кожи для того, чтобы нанесение любых других средств было гораздо более эффективным. Тоник делает так, что на вашей коже остается такая водная пленка, которая в силу ингредиентов, которые в нее входят, не испаряется. Кожа ваша не сохнет, она не теряет влагу, она не покрывается сетью мелких морщин. И в содружестве со следующим средством, которое мы наносим, сейчас расскажу, эта водная пленка является базой для того, чтобы ваша кожа до вечера оставалась влажной. Некоторые женщины считают, что тоником пользоваться не обязательно, что это какая-то водичка, подумаешь, и часто пропускают этот этап в уходе. Чего вы себя лишаете? Во-первых, вот той базы, которая делает любое средство более работающим. Еще момент, что тоник позволяет не формироваться сальным пробкам. Согласитесь, тоже нюанс. Потом, вечером, когда пройдет несколько часов, и вы будете умываться, именно применение тоника позволяет умывашке смыть с кожи весь ваш макияж, случайные клетки эпидермиса, бактерии, все, что прилипло и произошло на коже в течение дня, более эффективно. Поэтому не советую пропускать этап тоника. У меня тоник вот такой, Clean Plus. Но я вас научу одному полезному лайфхаку. Не ориентируйтесь на бренды. Выбирайте средства по входящим в него активным веществам. И вот тогда вы не промахнетесь. Следующее необходимое средство – это сыворотка. Сыворотка – это такая штука, которая одна из самых концентрированных вообще в уходе современном косметологическом. Что в этой сыворотке, например? Вот я очень люблю вот эту сыворотку, она со мной много лет. Сейчас был ребрендинг, выпустили новый вариант, но я опять ее приобрела. Значит, вот эта сыворотка содержит экстракт грибов разных. Дело в том, что вышло исследование недавно, новое совершенно, которое доказывает, что грибы, экстракты грибов, рейши, метаки, шитаки, по-разному они называются, доказано блокирует старение клетки. Поэтому сыворотки рознь, конечно, никто не спорит. Но вот эта конкретная сыворотка, она называется Pro-Collagen Lift Active от Vichy. Vichy – древний уже, можно сказать, бренд, который присутствует на рынке. Я неоднократно говорила, что Vichy – всегда живущее в моем уходе средство. Сыворотку я применяю и вечером, и утром на очищенную кожу после тонизирования. Вот такая штука позволит вашей коже быть до вечера сияющей. Но это только часть истории. Если применять ее не меньше месяца, то она совершенно точно улучшает характеристики кожи на гистологическом уровне, а не просто на глазок. Есть штука, которая совершенно точно продлит молодость вашей кожи. Вот у меня крем Clean Plus. На нем написано Anti-Age. Что это значит? Anti-Age – это средство, которое профилактирует старение. Ретинол, который входит в состав этого средства, увеличивает пул здоровых делящихся клеток. То есть клеток, которые содержат активно делящиеся ядра, становится больше. Кожа толстенькая, упругая, она без морщин, она без пигментации, она не обезвоженная, она не выглядит как тряпочка, а выглядит ровно наоборот от того, что я сказала. Поэтому вот такие вещи вы можете и должны применять каждый вечер, только не на день, а на вечер. Утром просыпаетесь с обновленной кожей и дальше применяем все по списку. А еще в этом креме помимо 0,3% ретинола содержится низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Конечно, она выступает как носитель ретинола в данном средстве, но также гиалуроновая кислота является структурной матрицей внеклеточного матрикса кожи. Если перевести это на русский язык, эта штука создает такую среду для клеток кожи, в которой им хорошо жить, в которой они хорошо делятся. И тогда кожа обновляет себя сама. После
утреннего нанесения вот этой волшебной сыворотки, которая продлевает жизнь вашего крема. Это вот такая замечательная штука. Корейский производитель. Очень модный эффект глянцевой кожи, стеклянной кожи, так называемой. Когда кожа блестит здоровым, молодым блеском. Вот если вы посмотрите на кожу взрослых людей, вы увидите, что кожа такая тусклая, непрозрачная, не розовая, не упругая. А у молодых девушек, у молодых людей, у детей очень заметно кожа такая глянцево-блестящая. Вот эта штука дает вот этот глянцевый блеск. Помимо всего того, что входит в состав, тут очень богатый состав, тут много пептидов, тут много увлажняющих веществ, тут много веществ, которые стимулируют коллагеногенез, крем моментально придает ухоженный и молодой вид вашей коже. Держится этот чудесный блеск на коже, ну, примерно часов 5-6 на моей. Да? Чем плотнее кожа, тем дольше продолжается эффект от такого крема. По мере того, как этот блеск пропадает, увлажненность кожи увеличивается. Вот такое вот волшебное средство. А следующее средство, без которого не обходится мой уход, обратите внимание на внушительный размер в такой упаковке, это маска, которая называется Anti-Age Mask, довольно скромное название. Производит его моя коллега доктор Михайлова. Люблю, уважаю, много лет слежу за деятельностью. Как вы понимаете, масок я перепробовала огромное количество и остановилась на этой. Зима, осень, лето, весна, отдых, перелет, неважно что. Берете вот эту маску, тут можно не экономить, а нормальный слой наносить, она долго не заканчивается. Эта маска буквально наполняет вас, вот как из изюма вы становитесь опять такой ровненькой виноградинкой. Вот эта штука работает именно так. Помимо наполнения, она питательная. Кстати, обратите внимание, есть средство увлажняющее, а есть питательное. Вот эта штука питательная. Она буквально кормит наши клетки, убирает пигментацию, дает такое особое свечение. То есть, когда вы походите 15 минут с этой маской, потом ее тепленькой водой смоете, не до скрипа, а просто уберете тот слой, который не впитался, останется стойкое ощущение плотной, упругой кожи. Насколько сохраняется? Ну, часа на 4 так точно. Можно делать утром и вечером. Нет ограничений по применению в какие-нибудь дни недели. Можно использовать каждый день, если вам это нужно. Я использую примерно дважды в неделю. В любом случае эффект вы видите после применения. Накопительный эффект тоже есть, но главным образом вот эти заветные 4 часа, когда вы выглядите просто как богиня. По составу эта маска супер насыщенная, очень много активных ингредиентов. Это то, без чего я не выхожу из дома никогда. Специальный крем, называется крем-флюид, но я бы его назвала вуаль. Он буквально незаметный, он как дымка окутывает кожу. Зима, лето, естественно. Никуда не выхожу без этого крема. Здесь 50 SPF. Это средство, помимо того, что оно насыщено суперполезными веществами, надежно защищает вас от ультрафиолета. Не верьте никому, что если вдруг тучи или дождик или что-то там еще, не надо наносить SPF. Надо. Если вы будете следовать моему совету, то сохраните вашу кожу от фотостарения, от эластоза, это когда разрушаются эластиновые волокна необратимо. Вы сохраните молодость вашей кожи и защитите себя от новообразований. И, кстати, отвечу на вот этот комментарий. Дорогие друзья, если вы думаете, что многочисленные исследования, которые проведены относительно фотостарения, доказано увеличение случаев новообразования, злокачественных новообразований кожи, эластоза, то есть необратимого разрушения эластиновых волокон, старения, вызванного многочисленными факторами, потому что в солнечном свете содержится не только ультрафиолет, там содержится широкий спектр лучей, там и гамма-лучи, и короткофокусные лучи, и инфракрасное излучение и так далее. То есть человеческий глаз этого просто не различает. И если вы думаете, что вот такие средства производители производят напрасно и недоказанно, вы очень ошибаетесь. Вот такие средства гарантированно дают вам защиту, примерно такую, как я иногда в пример пациентам привожу своим, когда они говорят, обязательно носить SPF. Представьте, что это одежда для вашей кожи. Лицо человека гуляет на улице от рождения до смерти. Ему тоже нужна защита. И представьте себе, когда вы выйдете в город, допустим, босиком, и пройдете пару кварталов, вы увидите, что станет с вашими ногами. Точно так же, как ботинки защищают ноги, вот так же крем защищает ваше лицо. А исследования, которые доказывают, что SPF это вред и это плохо, лично я не встречала никогда. И
секретный ингредиент моего ухода. Вот такая маленькая штука сохраняет молодость моей периорбитальной зоны. Это вся область, которая находится вокруг глаз. Глаза у человека стареют в первую очередь. Почему так? Потому что кожа вокруг глаз, она очень тонкая, содержит минимальное количество сальных желез. Под кожей там вообще буквально нет никакой клетчатки жировой, поэтому сохнет кожа вокруг глаз в первую очередь. Ну ладно бы она просто высохла, но нет. Происходят еще и глубинные структурные изменения всех тканей в области глаза. И даже само глазное яблочко претерпевает изменения и к концу жизни становится маленьким, усыхает. Когда вы еще молоды, берете вот такие средства, например, у меня от Усалаб. Почему я его выбрала? Потому что здесь богатейший состав. Здесь пептиды, здесь экстракты грибов, про которые мы уже сказали. Они доказанно блокируют старение клеток. Здесь неоцинамид, здесь центелла азиатская, которая успокаивает ткани, которая продлевает молодость кожи. То есть в этом маленьком тюбике есть все то, чтобы сохранить ткани. Я намеренно говорю ткани, а не только кожу, потому что кожа – только часть ткани вокруг глаза. Сохранить здоровыми, функционально активными и красивыми. Дважды в день, не забывайте, когда наносить после тоника. Наносите вокруг глаз, даже можно с захватом буквально не только век, но еще чуть-чуть пошире, и тогда ваша область вокруг глаз долгие годы будет вас радовать. А еще это средство продлевает срок действия и эффект от любых косметологических процедур в этой зоне. Но есть 8-й ингредиент средства, без которого все вот эти не работают. И это, правильно, умывашка. Про него, про мое конкретное средство, я расскажу вам в отдельном ролике, потому что рассказ этот правда стоит отдельного ролика. Но сейчас я скажу несколько важных моментов. Почему без него не работают эти средства? Потому что кожа – это орган, который выделяет продукты жизнедеятельности из организма, то есть обладает выделительной функцией. Если на вашей коже скопились продукты жизнедеятельности ваших сальных желез, потовых желез, туда прилипли многие вещи, которые летают в воздухе, вы их просто не видите. В секрете сальных желез и потовых желез содержатся растворенные токсины. Они есть, даже если вы их не видите. Бактерии живут свою лучшую жизнь на нашей коже. Много чего еще происходит. И если вы неправильно очищаете свою кожу или не очищаете ее, или если вы подобрали неправильное средство, вся вот эта история работать не будет.